Привет всем, кто заглянул ко мне на канал. С вами Марина. Сегодня буду шить из такой красивой заготовки, которую я уже вам показывала. Она сшита из мелких лоскутов строчкой зигзаг. Обязательно оставлю ссылку в описании, как я это делала. А молнию я буду вшивать сегодня очень удачным способом. Сама так рада, что научилась, и с вами хочу поделиться. Также я подготовила ткань на подкладку, которую проклеила флизелином. Заготовка у меня небольшая. В самой середине надо вырезать прямоугольник 2 см на 4 см. Точно такой же прямоугольник надо еще и на подкладочной ткани. Все просто, и подготавливаемся вшивать молнию. Здесь есть небольшая хитрость. У меня длинная молния, я ее обрежу. Мне просто понравилось, что она мелкая и подходит по цвету. 2 маленьких лоскуточка. Я выбрала красный цвет, как у меня лоскуты красных оттенков и молния красная. Край молнии я обрезала, и на нее надо пришить, вот так сложить и пришить маленькую ткань. Конечно, на швейной машинке все это показываю вам, чтобы было понятно. Нитки я выбрала и в шпульку красные, и наверх тоже красные. Теперь внимание! Молния должна быть по размеру меньше, чем у нас сторона нашей косметички. На 1 см слева меньше и на 1 см справа. Все это на видео видно, хорошо видно. Первую строчку я проложила на 1 мм от края, а теперь складываю заготовку от верха косметички вместе с подкладкой и прошиваю вместе. Должно получиться вот так. У меня есть маленький лейбл, сделано с любовью. Я все-таки решила его тоже сюда пришить. Пусть будет, мне так нравится. Внимание! Как надо сложить вторую часть? Ко второй стороне молнии опять я делаю первую строчку по краешку. Понимаете, многие мастерицы показывают, как все вместе сложили и прошили. Да, они умеют, а кто только учится, лучше 2 шва сделать. Шить такую косметичку очень быстро. Я потратила, наверное, где-то 1 час. Складываю теперь подкладку с краем молнии и делаю строчку на расстоянии 5 мм от края. Показываю на швейной машинке. У меня есть такие прищепочки, они мне помогают в работе. Дорогие, милые рукодельницы-мастерицы, огромное спасибо, что смотрите мои видео, ставите лайки, пишите комментарии. Мне очень приятно. 100 раз хочу вам сказать спасибо. Продолжаем шить косметичку. Не забываем расстегнуть молнию. Соединяем 2 стороны. Смотрим подкладочная ткань с подкладочной, основная с основной. Закрепляем прищепками или иголками-булавками. И нужно сделать 2 шва с 2 сторон. Конечно, оставляем место для выворачивания. Это обязательно. И делаем закрепки, чтобы не распустились у нас сразу строчки. И, конечно, надо еще прошить уголки на подкладке и на основной детали косметички. Здесь все просто. Теперь можно выворачивать смело, а потом на руках это отверстие можно зашить. Косметичка у меня сегодня получается не очень большого размера, какая была заготовка. Самое главное, мне хотелось вам показать, как вшить молнию. С этим не всегда все получается. И вот этот метод, когда мы пришили небольшую тканюшку, оставили с краю место по 1 сантиметру, результат меня порадовал. Поставьте, пожалуйста, лайк, кому видео было полезным. А я вам хочу пожелать здоровья,
успехов, хорошего настроения. Выкладывайте, пожалуйста, свои работы в группе ВКонтакте «Девочки и куколки». Ссылочка, как всегда, в описании под видео. Советую заглядывать под видео, там найдете много разных ссылок, например, там на группу ВКонтакте, на плейлисты. У меня же много плейлистов, я все видео разложила по плейлистам. Одежда для кукол, мебель для кукол, косметички, одеяло, подушки, прихватки. Все отдельно. Каждого интересует что-то свое. Нитки для вышивания. Машинка у меня швейно-вышивальная. Ниточки я спрятала в косметичку. До новых встреч. С вами была Марина.